Многие производители мотоциклов часто пользуются одним золотым правилом. Если сделал одну действительно удачную модель, то масштабируй ее и получай новых покупателей и больше прибыли. Так поступила и компания Ducati, когда спустя 2 года после выхода в продажу сумасшедшего Naked Street Fighter V4, итальянцы в этом году уже предложили покупателям более доступную уменьшенную его копию Street Fighter V2, который адресован тем, кому нравилась старшая модель внешне, но они боялись покупать его из-за дикой мощности. Теперь смело можно брать, тем более, что большинство людей будут думать, что райдер именно на V4. Так же, как и старший брат, Street Fighter V2 основан на спортбайке Panigale V2, а вернее это и есть Panigale V2 со снятым пластиком и высоким рулем, который немножечко заточили под уличную езду. У него тот же двигатель, это 955-кубовый Super Quadra L-Twin, однако конструкция передней части Street Fighter, которая не позволяет использовать воздухозаборники, как у Panigale, стала причиной снижения мощности на 2 лошадки до 153 лошадиных сил. Крутящий момент также снизился до 101 ньютон-метра. Тем не менее, это снижение представляет собой всего лишь 1,3% и, скорее всего, останется незамеченным большинством, если не всеми райдерами. Чтобы обеспечить более энергичную реакцию на ручку газа, инженеры на заднюю звездочку добавили дополнительных 2 зуба, что позволило усилить ускорение в нижнем и среднем диапазоне, пожертвовав, правда, немного максимальной скоростью, которая не так важна для уличного бойца. При снаряженной массе в 200 кг Street Fighter V2 разгоняется от 0 до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость около 270 км в час. Средний заявленный производителем расход топлива 6 литров на 100 км. Еще одним изменением стало увеличение длины одностороннего маятника на 16 мм в сравнении с Panigale. В итоге колесная база была в общем увеличена на 26 мм для повышения устойчивости. Передача мощности на заднее колесо осуществляется шестиступенчатой коробкой передач, которая управляется проскальзывающим мокрым сцеплением. Оно сводит к минимуму крутящий момент, передаваемый в двигатель при резком торможении. Переключение передач облегчается гидравлическим сцеплением, главный цилиндр которого с системой автоматического удаления воздуха. Подвеска Street Fighter V2 тоже немного отличается от Panigale. Это передняя полностью регулируемая 43-мм вилка Showa с ходом 120 мм, которую дополняет демпфер рулевого управления Sachs и полностью регулируемый моноамортизатор той же фирмы Sachs с ходом 130 мм. Компоненты имеют более мягкие настройки, чтобы сделать мотоцикл более комфортным на дороге. Торможение осуществляется с помощью той же системы, что и на Panigale V2. Это 2 320 мм диска с 4-поршневыми моноблочными радиальными суппортами Brembo M432 спереди и одного 245 мм диска с 2-поршневым суппортом сзади. Единственное отличие от Panigale — это менее агрессивный состав колодок, который лучше подходит для городской езды.